Готовы? Та-да! Ух ты, реально красиво как. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Если и хотим вкусную курочку, то готовим только по этому рецепту. Курица по-венгерски. Попробуйте хотя бы разочек, уверена, точно понравится. Сковородку на огонь. Немного растительного масла. Сюда же кусочек сливочного. Пусть греется. А я в это время займусь курицей. У меня куриные бедра. Вот такие вот с кожицей. Нужно их посолить. Так, щедро присаливаю. Я это делаю с одной стороны. Так. Когда масло растаяло, сковорода нагрелась, выкладываем кусочки курицы кожицей вниз. А вот так вот. И обжариваем на максимальном нагреве с двух сторон до румяного красивого цвета. А за это время можно нарезать лук. У меня вот такая вот крупная луковица. Нарезаю на мелкий кубик. Лучок сдвину. Возьму пару зубков чеснока. Сначала раздавлю, а затем порублю. Курицу не трогаю, набираюсь терпения и жду красивой золотистой корочки. Посмотрите, какая красота. Опа! Красота, тра-та-та! Ставьте лайки, друзья, за такую вкусную идею и простую. Благодарю тебя, Анютка, за такую вкусняшку. Пожалуйста. Ты же знаешь, я люблю тебя угодить. Это реально вкусно. Когда кусочки обжарились несколько минут на второй стороне, курицу перекладываю на тарелку. Она у нас пока будет отдыхать, наслаждаться. Жизнью. Да. Тем, что она курица. Еще и такая красивая. Да-да. Будет наслаждаться тем, что она красивая курица. Все. И сразу же в эту сковороду, к этому маслицу, выкладываю лук и чеснок. Немножко соли. И примерно пол чайной ложечки сахара сюда же. Перемешиваю и обжариваю до мягкости, легкой румяности. Могу заняться и перчиком. Беру красный мясистый перец и натираю на крупной терке. Да, друзья, именно натираю. Хочу, чтобы моя подливка была более-менее однородной. Получается кашица из перца. Даже если попадет какая-то косточка одна, ой, не страшно, это только придаст пикантность нашему соусу. Первый раз такое вижу, вот честно, первый раз такое вижу. Ты забыл, с кем ты живешь? Да-да. Слежу за луком. Ой, класс. Он уже стал прозрачным, даже немножко подрумянивается. Красивый. Золотой такой. Да. Выкладываю перец, прям с соком. И обжариваю все вместе, пока не выпарится вся жидкость. Такая игра красок. А аромат какой сразу пошел, слышишь? Да-да, есть Все, такое. да. Это не займет много времени, буквально 3-4 минуты. А я пока помидоры натру. На эту же терку, в эту же миску. Тоже прекрасный способ. Минимум посуды. Вообще. Сережки мыть. Да, посуду у нас моет муж. 3 помидора будет в самый раз. Кожица в руках, а мякоть в миске. Класс. Время от времени перемешиваю. А кто не любит лук, можно даже вот так вот лопаточкой хорошо размять эту всю кашицу. Ну, это твоя фишка. Вернее, это фишка для меня, друзья. И я не люблю лук. Я всегда его прячу, всегда его маскирую, чтобы не видеть. А вкус его люблю. Вот как так может быть, да? Парадокс. В детстве просто заставляли, поэтому ты его и не любишь. Да. Если тебе его не заставляли, то ты бы его любила, как и я. Да, я в детстве была, наверное, слабеньким ребенком, и меня заставляли есть витамины. Витамины это что? Это, конечно же, чеснок и лук в больших количествах. Так что, родители, Если ребенок не любит это, не хочет есть, не нужно его заставлять, оставьте ему свободу выбора. Когда в сковороде началось аппетитное шкварчание, это означает, что жидкость уже выпарилась. И на этом этапе в сковородку добавляю 1 столовую ложку сладкой паприки и сюда же 1 столовую ложку без горки муки пшеничной. Быстренько все перемешиваю и прогреваю смесь 30-40 секунд. Нужно, чтобы мука хорошо прогрелась. Это избавит нас от привкуса сырости. Я думаю, вы понимаете, что это. Когда муку завариваем в воде или еще в чем-то, есть такой неприятный запах, привкус сырости. Да-да-да, вот что-то такое, как это правильно сказать, я думаю, все поняли. Нагрев под сковородой у меня ниже среднего. Все,
На этом этапе, когда все хорошо у нас прогрелось, добавляю помидоры. Ух! Перемешиваю. Подсаливаю немножко, без фанатизма. Добавлю еще капелюшечку сахара, капелюшечку сахарку. Снова перемешиваю. И на этом этапе можно добавлять кусочки курицы. Ух ты, какие они красивые. Угу. Берем и выкладываем в этот соус рядышком, друг возле дружки. Это сюда. И сок, который собрался в тарелке, сюда же. Сюда капелюшечки. Накрываю крышкой. Делаю минимальный нагрев. На моей газовой плите это примерно вот так вот. Все. И 40 минут занимаюсь своими делами. А мяско пусть здесь у нас томится. А я картошечку приготовлю. Да. В середине процесса приготовления можно курицу перевернуть, чтобы она хорошо пропиталась нашей вкусной подливой. Поверьте, друзья, это очень вкусно. Снова накрываю крышкой. Пусть дальше продолжает тушиться. Картофанчик наш еще варится. Все будет одновременно. И гарнир, и курочка. К этой курице мне больше всего нравится петрушка или кинза. Но так как кинзу у меня никто не ест, кроме меня, сегодня будет петрушка. Меленько-меленько. А укроп? Хочешь укроп? Будет и укроп. Есть у нас и укроп. Смотрим картофель. Идеально, просто идеально. Сережка, твой выход. И последний штрих. Конечно же, острых ощущений для мужа. Вообще все мужчины любят острые ощущения. Сюда же один лавровый лист. Немножко его пополам разломаю. И, конечно же, зелень. Красиво. Мне надо, чтобы же было не только вкусно, и красиво. Молчит. Друзья, пишите в комментариях, красиво. Потому что мой муж что-то потерял дар речи, наверное. Я замер от красоты. От этой красоты, да? А аромат стоит просто потрясающий. Накрываем крышкой, выключаем нагрев, даем отдохнуть хотя бы 10 минут. А там насколько терпения хватит. Накрываем на стол. Будет у нас салат из свежих овощей и, конечно же, ферментированные овощи. Друзья, пишите в комментариях, делать ли для вас видео с этим рецептом. Получается вкусно и полезно. Это очень полезно прямо. Ну давай, уже ж хочется. Та-да-да-да-та-да. Опа! Та-дам! Ух ты! Ух ты, кухня, моя Сережка. Ух ты, кухня. Берем картофельное пюре. Посмотрите, какое оно нежное. Как облачко прямо. Да. Ну вот умеешь ты. Умеешь. И, конечно же, курица. Кусочек. Ух ты, какая она красивая. Ой, это не только красиво, это еще и пахнет вкусно. И соус. Сколько вкусов в этой сковороде, друзья. А слюней у меня полный рот уже. Да, это стоит попробовать. Хотя бы один разочек. Ням-ням-ням! Ну что, вот такая красота у нас получилась. Ставьте нам, друзья, лайки, пишите в комментариях, понравился ли вам рецепт, делитесь своими, будем готовить вместе. У нас это с вами хорошо получается. А я всем желаю мирного неба, вкусной еды и мудрой жены. И я вам... послушных детей. Правильно. А вас хотим мы еще, друзья, поблагодарить за хорошие и добрые слова в комментариях, за пожелания душевные. Да, в общем, мы с Сережкой сутками сидим в комментариях, наслаждаемся, заряжаемся позитивной энергией, а потом делимся ею с вами. Благодарим вас. Это очень приятно. Реакция собаки на лимон. Непривычный вкус ему, да? Да что ж такое съесть нельзя, да? И хочется, и мочится, да?